Друзья, всем большой филиппинский привет! Всем привет! Вы, как обычно, на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы отправляемся с города Давау, который находится на острове Минданау, на остров Самал. Начинаем наш выпуск с того, что садимся в местную маршруточку и едем в порт. Сейчас мы едем в порт Самал, он так и называется. Здесь всего два порта, откуда можно отправиться на остров, правильно? Да, есть Сантана еще, но там непонятно все с рейсами, сколько раз уходит лодка. Да, там реже ходит лодка. С этого порта уходит постоянно, каждые там полчаса, если не чаще, и круглосуточно, что очень удобно, потому что нет какого-то ограниченного времени, чтобы вернуться обратно в город Давау. Едем мы на джипне, но я не знаю, это правда джипни или нет. Вот. Да. Что-то типа маршрутного автобуса местного. Ехать там 50 минут, 11 километров от нашего отеля, где мы остановились. Стоимость проезда вроде как 18 песо, ну, по крайней мере, мы водитель за троих заплатили 100 песо. Сдачи пока не дождались, но обязательно ее спустим. Надеемся и верим, да. Вот, но так в целом, кроме того, что голова упирается в потолок. Но не у всех. Ну, не у всех, да. Те, кто повыше, упирается. Ну, а в целом неплохо. Вот в составе нашей небольшой сегодняшней группы. Пока маршруточка полная не набралась, достаточно комфортно. Если будет полная, то тогда уже... Буквально за полчаса мы домчали на маршрутке в порт. Сейчас движемся по направлению к лодке. Точного расписания мы не знаем, но слышали, что она ходит очень часто. Ну и по старинной филиппинской традиции платим всегда сбор при входе в порт. На этот раз 15 песо с человека. Проходим дальше и будем смотреть, когда будет наша лодка. Что это? Что это такое? Нам дали такие монетки, знаете, как в метро раньше жетоны были. Собственно говоря, мы их сейчас и будем пускать, чтобы пройти дальше. Нам сказали немного поторопиться, потому что как раз отходит большой паром до Самала. Я думал, будет небольшая какая-то лодочка, а тут, смотрите, огромный паром, на который въезжают уже машины. Получилось, конечно, идеально. Только приехали, сразу же забежали на паром, и он уже отплыл. Пока не знаем, сколько стоит. Деньги, наверное, на выходе будут собирать. Но в любом случае недорого. Плыть нам, скорее всего, около часа. В общем, наслаждаемся видами, красивым морем и направляемся в залив Давау, на остров Самал. Это было даже быстрее, чем я мог себе это предположить. Наверное, минут 20 занимала вся переправа. Вот сейчас мы на острове Самал. А если взглянуть за мою спину, видно Давау. То есть все очень-очень-очень рядом. Еще небольшой шок-контент. Оказывается, те 15 песо с человека, которые мы заплатили при входе в порт, это был не налоговый сбор, а это и была сумма нашей поездки, нашей переправы с одного острова на другой. Представляете, 15 песо человека. Так бюджетно мы еще с вами не переправлялись. Прямо на выходе очень много трайсиклов. Можно легко договориться поехать в любую точку. Приехали мы сейчас в одну кафешку, которая находится рядом с водопадом, но узнали по дороге, что водопад закрыт. Представляете, то есть главная достопримечательность острова Самал сейчас находится на реконструкции. Даже когда мы сюда въезжали на территорию, здесь
Ну, в общем, стоят специальные люди, которые не пускают для проезда на водопад. Пускают лишь вот на территорию ресторана, куда мы с вами приехали. Кстати, мы сюда ехали за 200 песо. Ну, не прямо уж бюджетно, но вроде как другой цены не было. Мы приехали в красивое итальянское кафе «Траттория». Преимущественно итальянская кухня. Немного покажем вам блюдо, которое мы заказали. Вот Томочка сейчас уплетает врап. Это веджи врап, врап с овощами. Но там еще есть курочка. Лепешка, которую они готовят сами, по всей видимости, зеленью. Да. И они такого огромного размера. Просто, чтобы вы понимали, вот это вот одна половинка врапа, уже и такая половину вторая, съели. да. И стоит всего лишь 180 песо. Да, а у меня паста песто. Вот, собственно говоря. О, горячее все дымится. Великолепие, великолепие. Давайте попробуем. Да, еще не пробовал, только что принесли. Я уже вижу, что спагетти сварены прям идеально. Угу. И 230 песо тоже. Не переварено, очень вкусно, с курочкой. Великолепное место, великолепное. Сидим, только расстраиваемся из-за водопада, но наслаждаемся едой. После кафе мы вышли, аккуратно повернули в сторону водопада. Нас, конечно, заметили, то, что мы, как туристы, пошли в его сторону. Потом нас догнали, сказали, что водопад сейчас закрыт, вы как бы здесь куда направляетесь. Мы сказали, что ну, мы хотим просто прогуляться в округе. Вот, поэтому сейчас мы движемся дальше, будем смотреть. Нам сказали, что в водопад спускаться нельзя, нельзя там фотографироваться, но будем смотреть по ситуации. Вот здесь табличка от водопада, то есть написано Хагимит Falls this way. Ну, собственно говоря, в this way мы и направляемся в ту сторону. От ресторана, где у нас сейчас был ланч, идти всего примерно километр, но дорожка очень живописная, поэтому идем, наслаждаемся природой и надеемся все-таки увидеть водопад. Ну, вот Козлик нам тоже говорит о том, что водопад закрыт, да? Закрыт. Угу. А мы можем туда пойти погулять? Can we walk here? It's okay? Не знаю. Ну, можно, да? Немножко прогуляться можно. Угу. Уже подходим к водопаду. Видим еще одну табличку о том, что он закрыт. Но местные жители любезно говорят нам, ничего страшного, вы можете пройти дальше. Поэтому пока мы пользуемся этой возможностью и проходим немного дальше. И на самом деле уже даже слышим звуки этого водопада. Достаточно грациозно я преодолел препятствие в виде дерева на дороге. Пока мы наслаждаемся. Бежит речушка, водопадик совсем рядышком. Сейчас мы на него взглянем, посмотрим. Купаться, может быть, и не получится, но мы в любом случае его увидим. Друзья, ну не красота ли? Вы посмотрите. Небольшой водопад, состоящий из нескольких каскадов. И водичка такого темно-зеленого цвета. Ой, шикарно. По пути встретили пару местных жителей. Они сюда ходят. Все-таки их запреты не касаются, видимо. Но и я рад, что мы также добрались до этих красивых водопадов. Не советуем вам, конечно, повторять за мной, то, что я все же искупался здесь. Все-таки реконструкция действительно здесь идет. Мы видим, где-то поодаль работают рабочие. В общем, хоть водопад и закрыт, но дойти до него можно. И даже есть пару преимуществ. Одно из них то, что совсем нет туристов, других людей. Поэтому получается, как будто водопад в такой естественной среде, без туристов. А второе преимущество, что не пришлось платить за вход. Вот так, друзья, все-таки бывали мы на этом красивом водопаде. Ну а сейчас возвращаемся обратно.
Вот сюда мы с вами пришли, чуть дальше находится этот водопад красивый, а вниз по реке, в самом конце мы видим рабочих, которые трудятся, делают новые каскады, какие-то ограды, и водопад будет расширяться здесь, видимо. Вновь мы поймали трицикл и доехали до пляжа, который называется Канибат. Канибат-Бич. Надо сказать, что передвигаться на трициклах здесь, конечно, возможно, но дороги очень затяжные, подъемы, спуски. Поэтому здесь и цена немножко такая завышенная, в отличие от того же Давао там, да, или других островов. Да, все-таки мы проехали за 300 песо опять, порядка 15 километров. Удобнее всего передвигаться здесь на скутере, но поскольку нас трое и мы не все, скажем так, владеем мастерством данного средства, поэтому передвигаемся на трицикле. Ну а так, я думаю, за 300-350 песо мы, насколько знаем, да, вроде, можно арендовать здесь скутер на полдня и кататься по острову. Вот, сейчас мы спускаемся к этому пляжу по ступенькам. Надеюсь, не зря сюда ехали. Дорога очень-очень многообещающая. Сейчас или была? Да вот, смотри. Смотрите, какой крутой спуск. А если мы все знаем, если есть крутой спуск, значит потом будет крутой подъем. Открываются потрясающие виды на залив Давао. Тишь да гладь. Если бы не местные песни в караоке. Как мы знаем, филиппинцы очень любят караоке. Ну, а мы любим спускаться по лестнице. Сегодня у нас прогулка по острову, совмещенная с небольшим трекингом. То на водопад, то вот к пляжу. Ну, думаем, оно того стоит. Мы почти пришли. Спускаться, наверное, минут 10. Ну, подниматься, соответственно, минут 20, наверное. Да, вот Али сзади идет. Ты недоволен, Али? Думаешь, оно того не стоит? Нет, на самом деле, пока спускаешься по лестнице, обливаешься водой так, как будто уже искупнуться. Поэтому как только спустился, можешь снова подниматься. Но лучше вначале немного освежиться в водичке. Перед самым входом на пляж еще стоит импровизированная касса, где дама взимает плату 60 песо с каждого. И неважно, вы пришли сюда на час, как мы, или на целый день. Также здесь можно арендовать беседочку. Местные этим, на самом деле, периодически пользуются. Приезжают сюда утром, уезжают вечером и арендуют беседку на весь день. Не знаю только ее стоимость. Порядка 150 песо, насколько я слышал. Да, пожалуйста, дополните. Здесь практически нет вообще бесплатных пляжей, и везде теперь понастроили отели. Поэтому, если хотите пойти на пляж, приходится платить. Где-то подороже, где-то подешевле, все зависит от категории отеля. А какая здесь категория отеля? А здесь просто обычные гостевые дома. Вот они поставили вот эти вот кассы и берут небольшую стоимость. Потому что где-то теперь достигает даже до 400 песо, я видела. 400 песо 400 заход? песо, да. Вау. Солнышко куда-то спряталось, но все равно идем купаться. Сам берег в камнях, очень каменный. По нему не так уж просто передвигаться. И при заходе в воду тоже они встречаются. Но надо отметить, что проходишь буквально метров 10 и уже глубоко. Здесь отдыхают в основном местные ребята. Туристов никого нет. Ух, если бы сейчас был солнечный денек, я думаю, это место освещалось бы совсем иными красками. Красиво, конечно. Неподалеку от берега был обнаружен риф. Жалко, что мы не взяли маску, потому что видим здесь и рыбок красивых. В общем, интересно. Потихоньку и солнышко выходит, то есть погодка налаживается. Да, а вон местный парнишка сейчас будет прыгать. Я думал со скалы, а он прям с дерева. Ой. Надеюсь, он знает, что делает. Ну, потому что это реально высоко, метров 20, наверное, да?
Вот здесь я вам могу показать, какие камни на этом пляже. Есть и большие, и поменьше, различные кораллы. В общем, лучше брать резиновые тапочки, чтобы вам было комфортно. Ну а мы уже отправляемся наверх. Поедем в нашу следующую точку. Поедем на ферму. Инфраструктура, конечно, на пляже хромает. Есть какие-то местные кафешки, небольшие совсем. Ну, то есть магазинчики даже скорее. Есть небольшие домики, где можно остановиться каким-то туристам. Буквально чуть-чуть. Вот. Есть спасательная вышка здесь. Кто-то арендует каяк вот чуть поодаль. Поднялись мы наверх, где нас уже ждет водитель, с которым мы договорились отправиться на следующую точку, чтобы не ловить, не искать другой трайсикл. Все, карета подана. Мы наконец-то добрались до фермы. Называется она Isla Farms. Дорога была не из простых. Я снимал только лишь малую ее часть, когда были живописные виды. Но дальше мы тряслись по бездорожью. Водитель трицикла, конечно, чудом проезжал все эти каменные препятствия. Но наконец-то мы на месте. Раньше на этой ферме была обзорная площадка с большим крестом, сейчас крест упал, и, как нам сказали, эта ферма находится на реконструкции. Раньше также здесь проводили небольшие экскурсии, но, к сожалению, этого нет, поэтому мы сами пошли прогуляться немножко, посмотреть, как растут фруктовые деревья, как вообще фрукты растут и овощи. Разбираемся сами, благо тут есть таблички, мы видим дуриановое дерево, плодов, к сожалению, нет, так как сезон дурианов начинается с марта по май месяц, а также с сентября по октябрь. Помимо растений, мы еще обнаружили небольшой загон со скотом. Вот здесь у нас то ли барашки, то ли овцы. Вот такие вот овечки. Как вы здесь, друзья? Ну, по крайней мере, у них много травки, они питаются. Территория фермы не очень большая, и мы не видим большого изобилия здесь красивых растений, каких-то фруктов. Сели на паром, возвращаемся обратно в Давао. Провели мы на острове примерно полдня. Не все, конечно, успели посмотреть. Где-то были сложности, чтобы добраться, где-то по времени не успели. В общем, покатались, примерно потратили около 1000 песо на переезды на трицикле. Но в целом посмотрели остров, посмотрели природу. Сейчас едем в Давао. Поделись впечатлениями. Впечатления неоднозначные. Вроде бы очень красивый остров, интересная природа, местами сложные дороги, по которым нам пришлось карабкаться буквально на трицикле. Я не знаю вообще, как трицикл это выдержал. Вот. Туда стоит проезжать действительно ради природы. Каких-то прямо вау достопримечательностей я там не приметила. Но мы, правда, еще не заехали в пещеру с летучими мышами. Я думаю, Али очень сожалеет об этом. Хотел бы там побывать, да? Да, я просто большой фанат мультфильмов про Бэтмена. Вот, поэтому я когда пещеры вижу, что и... Ну, все время там пытаешься побывать, в общем. Кстати, одна из самых популярных достопримечательностей на острове еще ферма моллюсков, но на ферме моллюсков мы были в Камегине. Али, он не любитель морепродуктов. Да, он больше по летучим мышам, конечно. Ну все, друзья, возвращаемся обратно в Давао и немножко покушаем вкусно, как обычно, в конце выпуска, да. После такого интересного дня мы решили поужинать в японском ресторанчике, заказали себе уже первые роллы и будем сейчас их пробовать. Так, давайте скорее пробовать роллы, друзья. В этом ролле мы видим креветку, ну, а остальное на вкус будем пробовать. Соус унаги, конечно же. А посыпочка, не знаю из чего.
Ну, весьма недурно. Давай аллигабилис попробуй тоже. Смотрите, пожалуйста. Но очень нежный сырочек. Если когда-нибудь пробовали анигири, которые вот эти вот треугольные, рис и крабовая палочка, Ну да, со возможно. сливочным сыром, очень похоже по вкусу. Да, скорее всего, крабовая палочка. Сашими из свежего лосося, господа. Вот так вот. Ну, что с ним делать? В рот положить? Можно чуть-чуть помогать. Можно было лимончиком сбрызнуть. Не знаю, очень нежно, очень свеженькое и нежное. Еще одно забавное наблюдение от человека, который был в Японии какое-то время назад. Они вообще не знают, что такое ролл Калифорния, ролл Филадельфия или вот эти вот замечательные роллы, которые мы здесь кушали. Это все японская кухня в представлении иностранцев. Сами японцы такое вообще не едят. Они едят, если роллы, то очень-очень простые, завернутые в кожуру вот эту вот нори из водорослей, рис и маленькая полосочка рыбы. Всю рыбу они едят в сыром виде, в виде сашими. Вот такая информация. Мы тоже с Томочкой надеемся когда-нибудь побывать в Японии и на себе прочувствовать, потому что в Японии мы еще не были. Мы с Али готовы пробовать наше следующее блюдо. Чуть-чуть каламанси. Да, благодарю вас, коллега. Следующее блюдо это у нас свининка в беконе. Она еще тепленькая. По-моему, это кисло-сладкий соус. Ну, да. Кисло-сладкий, может быть, все-таки добавление соевого. Очень удобные шпажки, они такие небольшие, каждый кусочек на один укус. То есть ты 3 раза укусишь, да? Кусает, конечно. не испытываешь дискомфорта в том, чтобы с тяжелого шампура снять это прижаренное мясо. Все очень удобно, шампуры такие маленькие, деревянные. Мне нравится. Ну, оставим одну порцию для принцессы. Ну ладно. Также мы заказали удон с курочкой. Сверху он подается с яичком жареным. Здесь очень внимательный обслуживающий персонал. Всегда вовремя убирает тарелки, приносит соус, если он закончился. Кирилл продолжает наслаждаться мягкой свининкой. Лапша ля-пад-тай с курочкой и вот этим яичком друг друга очень хорошо дополняют. Для разнообразия вот здесь вот, как вы видите, зеленушечки еще добавили, но это для меня не самый очевидный, конечно, ингредиент здесь, да. Но тоже добавляет какой-то сочности блюду. Сама лапша, как я могу судить, она что-то вроде тушеная. Она, по всей видимости, тушеная. Да, потому что она сохранила все-таки в себе вот какое-то вот это вот состояние альденте, но при этом уже достаточно хорошо жуется. Вот, ставлю этому блюду 4 с плюсом. Я думаю, что очень многие знают это блюдо, которое называется эпитемпора, то есть креветки в кляре. Очень вкусно. Несмотря на то, что мы долго снимали, как мы пробуем другие блюда, они еще горячие. Креветки очень-очень вкусные, свежие, нежные. Алиса с удовольствием поглощает уже следующее блюдо. О, Алиса, смотри, тебе сделали кофе с сердечком. Несмотря на то, что, по-моему, ты его не заказывал. Мне кажется, мы брали холодный. Не-не-не, Али все не мог выбрать. В любом случае, здесь есть и кофе, а есть и холодные коктейли различные. Вот это, допустим, называется мистер Шибула. По-моему, он с passion fruit, да? Да, короче, смотрите, значит, супчик интересный. В нем классические ингредиенты, лапшичка, вот здесь мясо, кусочек яичка, соответственно, половинка. Сам соус такой острый, пряный. Мне кажется, здесь есть карри, может быть. Вот. Какая-то куркума, не знаю. В целом, хороший супчик для того, чтобы как бы в вашем рационе вот это было первое блюдо. Да, очень вкусный рамен получается. Еще есть вот такие водоросли. Нори. Нори, да, которые также вы можете положить. Яичко.
сытная. Лапшичка вкусная и бульон наваристый. Поэтому все, что нужно для первого блюда, для супа. Рамен здесь типичный японский. Очень вкусный бульон, который готовится на сыре тофу. Поэтому я бы сказала, что это мисо-бульон с лапшой, с мясом. Очень вкусно. О, слушайте, я даже не знаю, чем мы столько заказали. Если честно, какое-то чувство насыщения потихонечку уже приходит, но раз уж принесли, ну что делать, надо пробовать. Здесь на большой пиале риса располагается мясо, тушеное с грибами древесными, шитаки. Ну, по традиции, яичко сюда они ее разбивают и сдобрено это все лучком. Я обращаю внимание, лучком. Это на Филиппинах практически красная икра. Это все тушилось в соевом соусе, поэтому с одной стороны это такой имеет солоноватый, но в то же время сладковатый привкус. Наверное, это лучше перемешать, но силы меня покидают. Я не уверен, что я смогу это сделать, поэтому мне, я надеюсь, поможет Кейт. Безусловно, вместе мы сила. Как говорят филиппинцы, no rice, no power. Мы закончили свой ужин, все было действительно очень вкусно, можем смело рекомендовать вам этот ресторан японской кухни. Если говорить о стоимости, то роллы это 200-400 песо, 400 песо это уже с более интересными ингредиентами, 200 это более привычно нам, типа Калифорнии, какие еще у нас, Филадельфии и так далее. Так, основные блюда стоят 250-350 песо, поэтому цены доступные. Приходите и наслаждайтесь этими блюдами. Ну а на этом мы завершаем свой выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Любые вопросы пишите в комментариях. Все, друзья, подписываемся на канал, ставим лайки. Скоро увидимся, пока!